Сегодня у нас, короче, план. Надо на анхолике мне, моем, вот этом вот, заброшенном, сыграть БГшки, посмотреть, как он себя ощущает в 222-м гире. И 5-й категории. Так, а я, кстати, да, вот. Голова. Отключил себе интерфейс и такой думаю, а что это мне БГшку нищет? Это просто слишком тихо же, я не услышу, когда вот будет призыв к бою, так сказать. Ну, короче, я не знаю, просто на X4 сидеть и играть, это себя не уважать, походу. Там онлайн в 500 человек, это как-то прямо несерьезно. Кросс-серверность они сделать не могут, потому что, ну, логично. Типа на 4 нету бриллиантов, нету категорий, здесь они есть. Ну и как реализовывать кросс-сервер, непонятно. Сосу как могу. Ну да, на паладине только так получается, пока гира нет. Сегодня с утра был небольшой просвет в облаках, я не знаю, буквально, ну, если по времени, то это минут на 10, на 15 был просвет. И такое еле-еле заметное солнышко туда пускало свои лучики из последних сил. Я сразу же открыл окно, просто вот так вот встал и впитывал все 10 минут. Ну, может, по-другому никак, я не знаю. Солнца тупо нет. Такая осенне-весенняя погода, ну, это, наверное, даже лучше. Потом, правда, обратно возвращаться вообще не захочется. Че, помогаем нашим типам здесь сражаться? Я думаю, можно помогать спокойно. Нейс. Что-то меня немножко подлагивает Сирус, не знаю, в чем прикол. Такого быть не должно. Так, еще. И что у нас? Ну, пока что все идет по плану. В топ-5 мы попадаем. Топ-1 дэмэдж, без шмота, без гира. Я еще, кстати, Гаргулью не призывал, ничего не делал. Давайте, надо это исправлять. Суету эту. Просто не на кого призывать, на самом деле. Вон они все дохнут быстрее, чем Гарга будет призвана, я не знаю. Бейн. Бейн. Подожди, понимаю. Мне что-то, короче, макрос плохо прописан. Ну, он старый, типа, я сюда давно не заходил. Стан жмакаю, а он не жмакается. Якобы на КД, хотя он ни хрена не на КД. Как же он хочет меня на своем маге просто убить, уничтожить? Не, мы так просто не сдаемся. Пацаны! Пацаны, помогите! Все, я сейчас, походу, откисну здесь. Но я буду сражаться до последнего, как да, принято. Оп. 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 Меня пэта убили. Бежать надо. Живи! Живем. Смотри, какие суицидники. Просто в меня упарываются, чтобы добить меня. Ну и черты. Ну и черты. Ну, короче, импакт максимальный. Вот. Топ-2 дэмэдж. Лока передамажить на БГ это вообще невозможно, на самом-то деле, если он по куче врагов начинает дамажить. Поэтому можно считать, что топ-1 дэмэдж в 222-м гире на ДК. Ну, с кайфом, с удовольствием. Ну, на БГ нормально на ДК. Это вообще идеальный персонаж, на самом-то деле. Я помню, на X5 вот здесь вот играл ДКшником этим же. У меня был вообще самый нижайший гир. Я бегал двойку с престом, и мы взяли 1600. Но у меня гира вообще... У меня даже не было зачарен ни один предмет, понимаете? У меня не было гемов. Ну, может, гемы и были, окей, но они были неправильные. У меня не было чарок на предметах, то есть вообще никаких, тупо ни одной чарки. Лоу шмот, и я взял 1600 в двойке с престом. На вот таком ДК. Без чарок, без шмота и так далее. Так что все возможно. Вот так вот и будем. Кстати, это очень хорошо, что они сейчас идут к нам сюда на стойло, потому что можно будет много подамажить. Но, сука, у меня команды нет, я не могу танковать. У меня шмота нету. Пацаны, пожалуйста. Кто-нибудь. Это было неприятно. Мункин. Мункинов, кстати, конечно, люблю пиздить. Очень, очень уважаемо, когда ты пиздишь Мункина, на самом деле. Они такие вкусные булочки прям. А мы кто, Альянс или Артам? Альянс, да? Мы проебываем. Бывает что, бывает. Иди сюда, жирный совух. Поговори со мной, да. Ну, конечно, в 222-м гире ты умираешь максимально быстро. 3 спыла, и ты погиб, как говорится. Но здесь проблема не в гире, здесь проблема в команде. Они просто тупо откисают, типа, никто тебя не хилит и так далее. Будем кайтить. Жестко будем кайтить. На лютых мувах. Так вот застанет, так вот раскинуть дотки, так бэм, убить.
Профессионально. Просто хрен его поймешь, почему меня так все любят дамажить, что я им сделал. Ну ладно, тут уже просто врагов не осталось, конечно. Для них. Понторезко бегает Бладельфия мужичке. Нелогично. Зачем? Как понять? Вот ты сделал себе Бладельфа, сделал себе никнейм Понторезко. Почему ты не сделаешь себе женщину тогда Бладельфа? Кто мне объяснит? Есть мысли? Хилимся, живем? Хилимся? Живем? Нормально. Все дотки раскинул. Перфект. Сыграно идеально. ШПшник? Ну, кстати, ШПшник тоже можно, да. Потому что там на нем очень легко выжить, как минимум, на ШПшнике. Почему не работает макрос? Надо сейчас пофиксить это дело. Не работает. Сейчас Гарга побьет немножко еще, и я потом ее съем. Или не съем. Да, надо есть все. Съел Гаргу. Она, по сути, выполнила все, что от нее требовалось. Но он, кстати, вот на ретрике меня Джигурдельф пробил хорошо, так подкрыли. Я выбил топ-3 дэмэдж. Нормально. Работаем по схеме. Все, идеально. Нашли себе таргет. Этот сейчас хочет фир дать во всех. Он это сделал. Он прочитался. Но это не важно. Еще надо лужу откидывать и убегать. Все, мы будем крысиный геймплей за ДКшника. Раскинул дотки, раскинул лужу и побежал. И побежал просто подальше отсюда. Можно, кстати, Вара притянуть довольно далеко. Может, его успеем убить. Не успеем. Выбежит. Еще лужу на подход. Все, работаем грамотно. Ну, там даже кто-то сдох. Найс. Поможем тиммейтам куполом. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Как же они давят. Давят, пацаны. Помогите. Помогите. Все, дотки перед смертью главное раскинуть. Это самое основное, что нам нужно сделать. В идеале еще пэта взорвать. Было бы вообще хорошо. По-моему, получилось. Найс. Похлопаем. Гениальная игра. Гениальная игра. Дотки раскинул, пэта взорвал, лужу раскинул. И топ-2 дэмэдж получил. Ну, я вам говорю. Это гениально. У меня горгулья есть, надо просто не сдохнуть, пока она у нас работает. Это основное сейчас. Давай, беги ко мне на своем ШПшнике. Беги. Черт, хочет прям меня уничтожить, изничтожить. Я вообще гениальный спот нашел. Смотри, я прямо в ямку спрятался, меня никто не видит. Я как бы прям в самом центре, в самой гуще сражения, но и как бы нет. Типа я могу за ямку просто спрятаться, и меня не будут дамажить все враги. Хе-хе-хе. А дотки я раскидываю с кайфом. Ну все, видимо, пришло мое время. Да, все. Но это было хорошо. Это было снова хорошо. Топ-2 дэмэдж. Держимся! Кстати, не забывайте, на 5000 подписчиков будет розыгрыш гениальный. 50 тысяч голды. Чтобы в нем принять участие, в Телеграме нужно быть там, я не знаю, что-нибудь. Либо опросик сделаем, где нужно будет тыкнуть за участие, либо что. Ну, короче, придумаем. Реально суета. Все, друид один остался, надо его доубить. Да убейте, пацаны. А почему он так хорошо хилится? Вот у нас тут сколько? Его 7 человек бьет, ему вообще фиолетово. Пробили, охренеть. Мы справились. И топ-2 дэмэдж имеется почти топ-1 в 222 гире в проигранном БГ в схую. Я думаю, это очень достойно. Очень достойно. Максимально достойнейше. Пацаны, вы чё? 17 зрителей и 5 лайков на ютубе. Как так-то? Надо накликать, чтобы в рекомендации попасть, чтобы повыше вылетело. Так, гениально раскидываем лужу. Убегаем подальше. Грипаем к себе ДК, чтобы он никого не грипнул из наших. Даем ему дотки, пусть бежит. И в это время призываем войско мертвых. У нас фармится сила рун, чтобы мы сейчас призывали горгулью, взорвали там пэта и вот эту всю грязь навели. Но что-то, походу, тут мы проебали совсем жестко. Еще плюс подписка, уважаю. Походу, мы тут проебали момент. Поэтому надо сейчас кого-то грипнуть, например, Приста. Надеюсь, у него тучки не будет. Тогда он не сможет уйти от нас, и мы сможем... Тучка есть, но его застанили, может, даже добьется чел. Может быть, посмотрим. 2 каких-то супер жирных ДК врашили в нашу команду. И у нас проблемы из-за этого начались. А у нас как-то супер жирного вообще никого нет, и поэтому все потерпели. Да, крах. Ну, пока еще не потерпели, но скоро потерпят, конечно. Ну, терпилы. Надо перед смертью закинуть еще раз мор, чтобы дотки раскинуть, и можно умирать спокойно, качественно. Да, ну там, конечно, Люций какой-то вообще супер гигачадный орк. И вот этот вот Зенин, по идее, тоже рядом с ним бегал. Какие-то они прям огромные, типа, были вообще непробиваемые и так далее.
Этих типов передамажить будет невозможно. Какой-то пробафанный еще черт максимально. Это заряженный типов. Заряженный типов. БГшер лютый какой-то вообще. Лютый БГшер. И прикиньте, он проебет эту катку. Но они, кстати, у ШПшника и очень сильные, да. Там все вместе. Там и неприятно, и сильно. И пошел он вообще. ШПшник ваш. Но играть против него, это, я не знаю, не хочется. Хотя, опять же, ну, 1x1 на ДК очень хорошо играть против ШПшника. Но это если ты ДК. А если ты не ДК, что тогда делать? Ну, тогда уже проблемы какие-то начинаются, по ощущениям. Так, застанить. Взорвать. А где мой пэт? А, мне пэта убили просто. Его стерли нафиг. Питомца моего. Почему меня бьют? За что? Что я вам сделал-то? Типа. Видите, какие они черти? Просто черти. Гасят меня и все. Толпой. И ШПшник тоже на меня накинулся. Что им сделать-то? Как-то мы их очень лихо, мы их так прям уничтожаем на самом-то деле. Неужели эта БГшка останется и на потом? На видос. Так, прибежал ШПшник, дал свою тучку, прибежал друид, сейчас откиснет. Молодец. Дэмэдж нам подарил. И чё? Чё мы имеем по итогу? Ну, Люция передамажить невозможно. Окей, это будет топ-5 дэмэджа нашей команды. Врешь, не уйдешь. И ты тоже. Бэйм. Бэйм! Замедляем вражин, чтобы не подошли к нашему флагу. Чтобы мы захватили сейчас спокойненько. Вот этот уже летит, уже все видно, что он хочет. Но чувачок не успел. Это Евген ГЛД. Гладиатор, видимо. Просто улетает. Посмотри, x2 урона от топ-2 позиции у него. Ну, чувачок хочет выиграть, но что он может сделать? У него команда проигрывает в 2 раза очки. Вот насколько... Ну, он в 2 раза передамаживает, а его команда в 2 раза проигрывает. По-моему, очень даже балансно, да? И потом как бы спрашивают, а как на БГ побеждать? Да никак. Просто рандом. Повезло, значит победишь. Не повезло, не победишь. Чел там сражается за 2, я не знаю. Даже больше. И все равно не может выиграть. Тип максимально заряженный, типа, да? Топ-1 гир. Топ-1 гир. Все там выпил, все фласки, все потики, чтобы дамажить, я не знаю. Бегает там, сносит ебаники, за 2 дерется и проигрывает арену. Ну, БГ. Вообще без шансов причем. Без шансов проигрывает. Все, бегут мне лицо бить, если что, вот эти вот 2 типа. Но я буду сражаться до последнего, как коровка. В моем последнем видосе, кстати. Много кому не порекомендовался мой последний видос. Со смертью шамана. Я его сначала назвал «Коровка» и держалась до последнего. Вот, не хотят рекомендовать. Ничего. Ну ничего. И почему они ко мне пришли? Что я им сделал? Кстати, кого лучше бить, ДКшника или этого? Или Вара? Наверное, лучше бить ДК, потому что у него меньше шансов на парирование моей тычки. А если у него меньше шансов на парирование, значит я могу дольше жить, правильно? Ну, по идее, да. По факту, хер его знает. Там Вар, кстати, почти сдох. Воин почти умер. Все, забили меня. Забили, но я держался до последнего, опять же, точку задефал как мужчина. Ну, короче, Анхолик в 222-м гире очень даже играбельный на БГ. Если это не глобальная БГ, эпическая, где 40 на 40, то можно с кайфом себя ощущать. Просто нужно раскинуть дотки, закинуть лужу, взорвать питомца, но это прям по максимуму, и можно откисать спокойно. Будешь топ-5 дэмэджа БГ 100%, неважно какой у тебя гир, можно выбиться вообще в топы. Опять же, передамажить тебя могут либо такие же ДКшники с более высоким шмотом, либо какие-нибудь Локи и Мункины. Типа в целом все. Да. Так, ладно, все, народ, давайте. Тогда успехов, удачи, как говорится. Всем пока, всем чао.